Пошли, пошли. Пошли, пошли. Ой. Пошли. Вилли. Пошли. Пошли. Где хлеб-то дел свой? Пошли, на, иди сюда. Стой хорошо. Не падай. Иди. Да тихо. Тихо, тихо, тихо. Вилли, вот ты падаешь постоянно. Ой, какой кошмар. Типа, 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 типа. Хлеб его бросил свой хлеб. Вилли, иди сюда. Молодец, охранял, всю ночь охранял. Молодец, молодец. Сегодня готовлю утку. Но в последнее время гусей и уток я стала готовить так, мелкими кусочками. Потому что крупными кусочками все-таки неудобно ломать за столом. Поэтому я сейчас отделяю уточку от скелета. Для того, чтобы кусочками готовить. Это будет очень вкусная уточка. Очень-очень. Если у кого-то есть возможность купить уточку, готовьте такую. Такой вот кусочек получается. Смотрите. Раз. Так, дальше. Так, отсюда. От косточки отделяю полностью. Убираю от косточки. Скелет оставляю.
полностью отделяю. И гусей стала. Раньше я в апельсинах готовила целые тушки. Сейчас также готовлю. Только чуть-чуть по-другому, кусочками. И индюка так готовлю. Индюка целого готовить очень тяжело. Его надо несколько дней мариновать в воде. Желательно дней 5. А кусочками не надо. Он получается очень хороший. Вот так, смотрите. Остается скелет один. Мелкое мяско я заберу. Так. Все, обрезала хорошо. А шею, хвостик, хребет, это можно переработать на плов. Еще взять одну. Еще можно взять одну уточку и сделать замечательный плов. Хотя шейку я, наверное, все-таки сюда переработаю. Дети это все равно. Девчонки маленькие кушать стали утку. А взрослые, не знаю, посмотрим. Сейчас я эти кусочки еще измельчу. Вот так все измельчу. Хорошо. Нарезала на порционные кусочки и иду сюда. Теперь я буду обжаривать мясо на сухой сковороде. Сейчас она разогревается, хорошо разогревается. Уточка жирная. Сейчас я срежу тут. Вот. Без масла укладываю свои кусочки. Без маслица вообще. Да, Валера? Как в среду. Запахов. Вот она вот так поджаривается. Пусть еще чуть-чуть поджарится. Она свой жир дала. Уточка. И в конце вот это мяско, я его буду резать. Кто в Китае был, знает, как они нарезают уточку. Можно уже переворачивать. Вот они какие красивые, посмотрите. Слушай, это утка по-пекински типа? Ну нет, ну нарезана будет как по-пекински. Вот. Сейчас обжарится. Пока жарится, в это время я меняю досточку. Нам не нужна. Сейчас руки помою. Что, выдох? Все. Я начинаю заготавливать на шубу, на которой будет жариться моя уточка, но мелко. И смешивать буду здесь все яблочки, кусочки.
Испугался, что не видишь, какие красивые кусочки. Все очень красивое, смотрите. Все. Ухо в своем соку прижарено. Теперь готовлю начинку. Предварительно помытые яблочки, апельсины тоже обязательно помытые, потому что мне нужна будет цедра апельсина. Теперь цедра апельсина нужна. Всю заберу с 2 апельсинов. Апельсин я хорошо помыла. Ой, запах какой. Подготовка недолгая. Блюдо готовится долго. 2 часа. При разогретой духовке 200 градусов. У меня сегодня дома рожки, гуляш и уточку еще сделаю. Я думаю, достаточно. На второе. Сама утка может быть невкусная кому-то показаться. Я раньше ее мед, горчица делала целые в духовке. Ну, кусочками, да еще потом порезано, мне больше нравится. Запах какой стоит. Запах апельсина в цедре. Что-то, и считай, и утка пожарилась. И апельсин целый остался. Нет, я сейчас его и съезжу. Нет, не получится. Ну, жаль. Жаль. Целый пакет есть апельсинов. Так, и срезаю. Чищу прям. Все это убираю. Раз. Можно вот так чистить. Так, наверное, быстрее. Все, из яблочка убрали сердцевины. Я вообще очень люблю разные приправы. Но у меня не оказалось кардамона. Я его вообще люблю даже порой в кофе добавлять. Сюда идет ряд приправ. И у меня нету палочек корицы. Я буду просто корицу добавлять. Так, смотрите, какая красота и вкуснота. Сейчас ручки помою. Так, теперь сюда. У меня здесь сухая корица молотая. У меня здесь гвоздика, перец душистый и анис. И перец горький. Все высыпаю. Немножечко подержала в горячей воде мед, потому что мне надо, чтобы он подтаял, чтобы было лучше соединить. И перемешиваю. Представляете, какая вкуснятина? И опять кто-то скажет: фу, сладкая утка. А утку, кстати, так и готовят. Если не так, то все равно горчица и мед. Перемешала. Теперь делаем шубу. Шубу выкладываем. Еще чуть-чуть. И выкладываем нашу утку на нее, на эту шубу. Такие кусочки, смотрите, прям какие хорошие. Так намного лучше. Даже если кто-то всю утку разрежет на кусочки и вот так приготовит, тоже будет вкусно. То есть
не будет отделять косточки от мяса, тоже будет очень хорошо. И сверху оставшуюся нашу вкуснятину. Как деликатес. Очень вкусная уточка будет. Так, я забыла посолить. Я когда много говорю, я что-то забываю делать. Так, 3 щепоточки посолю. Чуть-чуть подвину. Ничего страшного. Оно все равно все будет кипеть 2 часа. И 3. Все, хватит. И несу белое вино. И буду заливать белое вино. Вот и представьте. То есть здесь получается все. Очень вкусное блюдо, очень. Но поклонники только картошки в мундирах. То есть здесь, конечно, я не осуждаю. Кушать надо в 2 просто сложить. Я буду утрамбовывать. Хорошо, у кого формы такие с крышками есть. Мне надо тоже уже пора с крышкой заиметь. Я вот так вот сделаю. Вот. Чтобы 2 часа тушилось. Не сгорело, не засохло. И еще на раз, и все. Вот. Все. Уточку на 2 часа отправляю на 200 градусов в разогретую. На противень поставлю, мало ли что. Вдруг что-то будет убегать. В разогретую духовочку. Как было заявлено выше, свою утку я поставила ровно на 2 часа. Но так как у меня утка очень свеженькая, представьте, она только вчера ее убрали, позавчера, и молоденькая, поэтому я делала 1:50. Теперь я перекладываю всю уточку сюда. Смотрите. Ой, какая она. Нежная-нежная вообще. Ой. Видите, какие. Так, достаю досточку. Оп. Эти кусочки пусть остывают, которые я резать сейчас буду. А которые с косточкой я резать не буду. Я буду вот эти только резать. А эти с косточкой так и оставлю. Кто хочет косточку погрызть, тому. О. Смотрите. Так. Теперь я нарезаю. Как говорила, да, что как утку в Китае. Ножичек возьму посерьезней. Можно тоненькие еще кусочки, смотрите. Ой. Уже детям будет очень удобно кушать. Не надо ничего ломать. Сейчас сюда покрасивее уложим. О. Смотрите. Тоже кусочек. Тоже тоненько нарезаю. Смотрите. Оп. 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 О. Сразу можно брать и кушать, да? Оп. В овощах, ой, во фруктах, да в вине. Что
Что делаю дальше? Ситочка. И выкладываю свой весь этот сюда. Делаю соус. Протираю. Сейчас сначала жидкое все. Чтобы соус погуще был. Так, теперь вкладываю красиво и заливаю. И в этом соусе оставляю. Готово к подаче. Сейчас возьму вилочку. Ой. Там-та-да-дам. Оп. Только с пылу с жару. Можешь выключать камеру и уходить пока. Нет уж, я уж останусь. Такая нежная уточка. Мне кажется, это намного лучше, чем готовить целую. Целую ломать надо, а это уже вся поломана. Присела отдохнуть. Наливайте себе тоже чай, как в моем случае. В моем случае травяной сбор. Мед берите. И хочу немножко с вами пообщаться. Очень рада всех вас видеть. Очень рада, что вы заходите к нам. Очень рада друзьям, подписчикам и новым подписчикам. У нас их появилось очень много. И в связи с новыми подписчиками всегда идет очень много вопросов. И вопросов разного характера. Я, кстати, совсем недавно подумала... Ладно, по порядку. Меня зовут Светлана. Очень много вопросов, сколько мне лет. Мне 48 лет, моему мужу 49 лет. Моего мужа зовут Иван. Живем мы уже в этом году, 9 февраля, будет как 21 год совместной жизни. Своих кровных детей у нас нет. У нас есть дети, прекрасные дети. Слово «прекрасный» вызывает улыбку, объясню почему. Прекрасных 11 детей, рожденных сердцем. Я очень люблю своих детей, и нам очень повезло с детьми. У всех детей есть недостатки, но больше хорошего, как и у родных детей, у кровных. Поэтому вот есть такой комментарий. Извиняюсь, смотрю ваш канал первый раз. Почему вы говорите прекрасных детей? Что, если у меня двое, то они не такие прекрасные, как ваши? Вы случайно не перебарщиваете? Заметила у всех многодеточек, перечисляются девочки, кто выставляет свои видео, я не буду их перечислять. У всех прекрасные и самые красивые, а остальным что делать? К сожалению, я не знаю, как вас зовут. Здравствуйте. Вы знаете, я вообще не пойму, это какой-то капризный комментарий, вот правда. Вот у меня дети, я когда начинаю хвалить одного ребенка, чаще это среди младших детей, я говорю: какая ты сегодня молодец, как красиво ты это сделала, как у тебя получилось хорошо. Другой ребенок начинает говорить: а я? Я говорю: ты же не делала это, а она сделала, поэтому я ее конкретно хвалю за дело. Она сделает, я ж не буду говорить: и ты молодец, и ты молодец, и ты молодец, и ты молодец. Если честно, я ничего не имею против ваших замечательных детей, против всех деток. У меня и в мыслях не было задевать чьи-то чувства.
Я показываю свою семью. И я рассказываю, мы с мужем показываем свою семью, и мы рассказываем о своих детях. Почему я должна говорить что-то о ваших детях, которых я никогда не видела и не знаю? Я же не буду начинать видео говорить, что у меня есть 11 прекрасных детей, и ваши дети тоже все прекрасные. Я считаю, что вообще все дети прекрасные. Здесь речь вообще не об этом. Ваши дети тоже очень хорошие. Каждый ребенок, даже очень непослушный, в нем есть очень хорошие черты. И главное, надо увидеть. Все дети прекрасные, но в нашем случае мы показываем нашу семью. И совсем недавно, следующий комментарий, совсем недавно, буквально пару дней назад, я готовлю, у меня есть привычка готовить много. И мне все равно раньше писали, что приготовлено мало. И этих людей уже не стало. Либо они очень негативно, как хейтеры, что-то делали, я их удалила, либо они просто перестали нас смотреть. Но им всегда было мало. Что бы я ни приготовила, мало, мало и мало. Я, наоборот, хочу пересмотреть свою готовку и начать готовить очень, очень мало. Вот в этот раз супчик сварила маленько, и как раз детям впритык его хватило, потому что есть продукты, приготовлено все очень вкусно, детям все очень нравится. Это всегда так было. Кушаем хорошо, я готовлю много. Поэтому я не говорю, что кто-то из вас голодает. Ни в коем случае. Я готовлю много. И когда готовка идет постоянно, когда никогда не бывает, чтобы ничего дома не было кушать, ты пресыщаешься, и ты уже это не кушаешь. Поэтому... И вот опять начали появляться комментарии. Вот то утро мой ролик, мой поздний вечер и мое утро с 11 детьми, когда я сварила 13-литровую кастрюлю борща, которую мы потом неделю съесть не могли, и в конце собаки доели. Когда я сделала кашу гороховую, когда на утро была кашка рисовая молочная, и когда была курочка каждому по 2 штуки была голень, но она была порублена еще ее тоже 2 дня ели. И на этом видео написано: для 11 детей очень мало. Ребят, ну, может быть, в вашей семье кушают очень много, и вы готовите очень много. Но у нас дети столько не кушают. У меня доедать сил нет. Вообще нету. Поэтому извините. Так, дальше. Добрый вечер. Дети у вас не приемные? Приемные. У нас приемная семья. В описании написано. Здравствуйте. Можно узнать, из какого вы города? У вас так тепло? Краснодарский край, Курганинский район. Да, в Краснодарском крае тепло. Самые большие заморозки ночью были. В телефоне на термометре было написано 12 градусов будет минус. А дома на домашнем все-таки было минус 10. Это были самые большие морозы у нас. Но морозы, когда люди живут в холодных городах, в холодных областях. Я сама жила и в Комсомольске на Амуре, и в Бурятии. Ты там одет, у тебя есть одежда, есть теплая шапка, есть теплые сапоги, унты, как уги, унты, камусы, как в Бурятии. Камусы, в них, по-моему, вообще ни в какой мороз никогда холодно не бывает. Есть теплые шубы, то тебе так не страшен этот мороз. А когда ты живешь в Краснодарском крае, и у тебя нет одежды теплой, то есть у меня муж ходит всю зиму в теплом спортивном костюме с начесиком, а у меня, хоть у меня и есть шуба еще привезенная из дома, у меня
такой кардиган теплый, можно сказать. Но мы постоянно на машине. А на улице очень хорошо. Вот я выхожу, прям красота. Да, ну бывало 2 года назад зима холодная. У нас сейчас тепло. Так. Опять для 11 детей. Ну, что сделать? Здравствуйте. А сейчас Снежана и Анюта не в одном классе учатся, в одном. Они сейчас учатся во 2 классе, дети. Малинечка комментариев выписала. Сохранила, поскриншотила. Спасибо вам большое. Кстати, опять шквал пошел про мои ногти. Вот было с самого начала: мало готовите и ногти. Вы не смотрите на них. Это мои ногти. Я без них не могу. Я их делаю себе сама. То, что что-то не гигиенично, значит, с двумя детьми ногти нормально, а с 11 детьми ногти плохо. Ногти снимать я не буду, конечно, никогда, пока в здравии. Я не могу без них, я без них как будто голая. Поэтому ногти это мои, я буду их делать себе, я с ними хожу, у меня с ними повышена трудоспособность, я ими делаю все. Глажу, стираю, копаю, не копаю, все, что можно кушать, варю, все, что можно делать, я с ними делаю. Спасибо, что подписываетесь к нам, спасибо, что задаете вопросы разного характера. И прежде чем подумать, что я в своем видео чьи-то чувства попыталась задеть, сказать, что чьи-то дети не прекрасные, ни в мыслях такого никогда не было. Но я рассказываю о своей семье, и мои дети прекрасные. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что заходили к нам.